Март 1974-го. Китайский крестьянин и его 5 братьев копают колодец. В яме они натыкаются на статую и сначала думают, что это изображение Будды. Ну, коммунизм коммунизмом, но Будду тоже обижать не хочется. Крестьяне приносят благовоние, чтобы его задобрить, и начинают ему молиться. С другой стороны, Будда Будда, а деньги же тоже нужны. Поэтому, помолившись, крестьяне грузят статую на телегу и вместе с обломками других фигур, которые нашли тут же, везут в околоток продавать. Там им выдают подзатыльник и 30 юаней. Но местное начальство оказывается сознательным и докладывает о находке наверх. Археологи заинтересованы. Они начинают работать, и вскоре из-под земли появляется целая армия. Первый император Китая Цинь Шихуанди умел жить красиво. Он построил себе погребальный комплекс площадью 56 квадратных километров, а в центре его велел насыпать искусственную гору, набитую баснословными сокровищами. Эту рукотворную гору создавали 700 тысяч каторжников, а охраняли тысячи воинов. Каторжники были живые, а воины сделаны из глины, и благодаря этому сохранились до наших дней. Сегодня мы знаем их как терракотовую армию. Императорская гробница поражала воображение. Древний китайский историк Сыма Тянь сообщает, что каторжники зарылись буквально внутрь горы Лишань и залили стены пещеры расплавленной бронзой, чтобы создать склеп. В склеп, кроме императорского саркофага, опустили копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов, редкие вещи и необыкновенные драгоценности. Не забыли и про ловушки для потенциальных грабителей могил. В склепе установили автоматические самострелы. Внутри склепа были миниатюрные реки и моря с ртутью вместо воды. На потолке была картина неба, а на полу символические очертания Китая. Наследник императора приказал закопать вместе с ним всех его наложниц, чтобы владыка не скучал после смерти. Ну а последними убили мастеров, которые все это строили, чтобы они не выдали секреты и не разграбили сокровища. Их зарыли тут же, а сверху посадили траву и деревья, чтобы курган был похож на обычную гору. План сработал. Сейчас считается, что мавзолей под горой Лишань простоял 2200 лет и дошел до нас нетронутым. В начале нулевых его подвергли геофизическому обследованию. Оно показало, что под курганом действительно находятся какие-то сложные структуры, ветвистые колонны и симметрично расположенные лестницы. Но вскрывать не стали. Археологи считают, что достаточно совершенные способы раскопок еще не изобретены. Но и опасаются самострелов, скорее всего, или мести императора, или и того, и другого. А вот остальной погребальный комплекс, все 56 квадратных километров, вполне раскапывают. Нашли фрагменты стены с башнями, дамбы, остатки пруда, остатки храмов и следы ртути. То есть древний китайский историк не соврал. И, конечно, 8000 глиняных солдат. Кем надо было быть, чтобы позволить себе подобный флекс? Ну, как минимум, человеком, который задал траекторию развития Китая на 2000 лет вперед. Цинь Шихуанди взошел на престол в 13 лет, как властитель государства Цинь, одного из китайских царств, даже не самого сильного. За свое долгое правление он завоевал 6 других царств, объединил страну и таким образом покончил с 200-летней смутой. Он ввел единую валюту, систему меры весов, построил сеть дорог, построил Великую Китайскую стену и защитил северные границы от кочевников. Он стандартизировал письменность. Современные китайские иероглифы происходят от письменности царства Цинь, которая была принята за стандарт. Короче, сделал все, что полагается основателю империи. Понятно, что такие масштабные реформы не могли пройти гладко. Цинь Шихуанди, проще говоря, убил довольно много народа. Элитам завоеванных им царств пришлось нелегко. Простой народ он сгонял на свои стройки века силой. Характер у него был тяжелый. Он отличался паранойей, гигантоманией и патологическим страхом смерти. Он сжигал старые книги, чтобы стереть память о неугодных ему учениях. И, по легенде, даже закопал заживо 460 ученых. Основать империю ему было недостаточно. Он хотел стать бессмертным. В трактате «Ле Цзы» он однажды прочел описание рая, и оно ему очень понравилось. Сообщалось, что в раю все башни и террасы сделаны из золота и нефрита, а все птицы и звери – из белого шелка. Деревья там из жемчуга и белых кораллов, а у всех цветов и плодов потрясающий вкус и аромат. Ну и обитают там, соответственно, бессмертные мудрецы. Звучит как план.
подумал Цинь Ши Хуанди, и велел своим подданным построить себе по этому принципу мавзолей. Гробницу строили 40 лет, достраивали ее уже сыновья императора. По понятиям того времени мавзолей должен был быть как бы уменьшенной копией столицы империи. Территорию окружили двойной стеной с воротами и башнями, а внутри комплекс, как и столица, делился на два района – северный и южный. Южный был главным. Там как раз и был расположен курган, который символизировал императорскую цитадель. При нем был небольшой поминальный дворец, где должны были устраивать поминальные пиры живые потомки императора. Курган от затопления защищала сложная дренажная система. Все было сделано по лучшим инженерным стандартам той эпохи. 7 подземных каналов выложены из камня и оснащены керамическими трубами. В 1994 и в 2000 были обнаружены 2 дамбы длиной несколько километров, и это тоже часть той системы. В северном районе были захоронения придворных и принцев, а также конюшня, зверинец и жилище смотрителя мавзолея. Цинь Ши Хуанди не единственный, кто похоронен на территории комплекса. Во-первых, здесь же лежат сотни рабочих, которые погибли на стройке. Если верить древнекитайским историкам, работали здесь преступники, военнопленные и те, кого приговорили к оскоплению. Их пригоняли со всей империи. Не так давно провели ДНК-анализ 50 строителей из погребения, и он показал большое разнообразие народов. Нашли даже одного перса. Нашли специальные топорики для отрубания рук и ног в дисциплинарных целях. Еще более мрачная находка – могилы 17 знатных особ. Возраст покойных от 20 до 30 лет, и все они погибли насильственной смертью. Некоторые расчленены, некоторые повешены, один застрелен из арбалета. Это, скорее всего, дети Цинь Ши Хуанди от разных женщин. Его трон унаследовал один из сыновей, который сводных братьев и сестер подозревал в заговорах, пытал и казнил. Ну а потом с почестями похоронил рядом с отцом, соответственно. Не так давно нашли гробницу самого наследника. В ней было 10 ям с нефритовыми и золотыми украшениями и 2 колесницы с 6 лошадей. А в этом году откопали могилу еще одного принца, другого сына Цинь Ши Хуанди. Внутри саркофага весом 16 тонн лежали 6000 серебряных монет, доспехи, нефрит, оружие, а также верблюды, сделанные из золота и серебра. Вокруг этого мрачного города могил располагалась как бы страна умершего императора. На юге защитные дамбы, на севере остатки пруда и еще одного дворца. На западе печи для обжига керамики и мастерские по обработке камня. А на востоке несла свою вечную вахту терракотовая армия. Глиняные воины – воплощение имперской мощи и амбиций. Это вам не какая-то там штамповка. Все 8000 солдат индивидуальны. Каждая фигура изображает какого-то конкретного человека. Причем их лица не просто неповторимы, они еще и выражают разные эмоции. Сквозь каждую глиняную маску проглядывает личность. Мы можем увидеть горделивых командиров, немного неуверенных в себе молодых воителей. Встречаются даже хитроватые, или просто усталые лица. Есть мнение, что ради своего погребения Цинь Ши Хуанди хотел принести в жертву 1000 солдат, но передумал. Известно, что в эпоху Джоу придворных и солдат действительно массово убивали, чтобы хоронить вместе с правителями. Цинь Ши Хуанди ограничился скульптурами. Он, как мы уже выяснили, был большой гуманист, но и прагматик. Все-таки перебить военную элиту страны на своих похоронах, не очень это разумно. Для создания кургана и терракотовой армии в 3 километрах от мавзолея был создан специальный город на 150 000 жителей. Именно первый император заложил традицию создания рабочих поселков для строительства и обслуживания императорских гробниц. У подобных городов даже был собственный девиз – «Служить мертвым, как служат живым». Это и называется ритуалом. По одной из версий, детали терракотовых солдат изготовили в разных уголках страны. Химические данные позволяют предположить, что их привозили даже из далеких степных районов. Это объяснило бы разнообразие лиц. Есть даже совсем экзотические, чем-то напоминающие лица американских индейцев. Это лица автохтонных племен, которые давно вымерли. По другой версии, их все-таки делали на месте. Материал слишком хрупкий, чтобы его можно было транспортировать на далекие расстояния. Фигуры высокого роста. У солдат 1,75 м, 1,80 м, у офицеров
около 2 метров. Все сделаны по единым шаблонам, буквально как фигурки из лего. Руки, голова и туловище делались отдельно и соединялись перед обжигом. Торс лепился из скатанных глиняных колбасок, после чего на него наносилось покрытие, по которому рисовали доспехи. Дальше скульптуры сушились на воздухе, а затем обжигались при температуре 900 градусов. В итоге получалась статуя весом около 135 килограммов. Фигуры лошадей делались на месте, они слишком массивные, чтобы доставлять их издалека. Все воины были окрашены в яркие цвета, но сейчас увидеть эти цвета невозможно. Краски не выдерживают попадания на воздух. Расцветку армии можно восстановить только по микроскопическим остаткам. Для красного цвета использовался киноварь, для синего и голубого – малахит, для буро-коричневого – лимонит, для белого – свинцовое белило. Насколько можно судить, разные подразделения были окрашены по-разному, а одежда командиров отличалась по цвету от одежды рядовых. Как и положено армии Цинь-Ши-Хуанди, обожавшего стандартизацию, армия носит стандартные доспехи и вооружена стандартным оружием. У пехоты так называемые Г, что-то вроде ледоруба на древке. У стрелков арбалеты с унифицированными взаимозаменяемыми компонентами, чтобы можно было починить один, взяв детали от другого. Колесницы также имеют одинаковую длину оси. Все ради унификации. У воинов не только разные лица, но и прически. Это было важно показать. Прическа в те времена обозначала социальный статус воина. Цинь-Ши-Хуанди ввел первый в мире табель о рангах, состоявший из 20 ступеней. Каждая прическа стандартизирована и отражает положение воина в этом рейтинге. Это своего рода погоны и паспорт империи Цинь. Как можно было продвинуться по службе? Например, первую ступень китаец мог получить, принеся своему командиру отрубленную голову врага. Гигантский мавзолей Цинь-Ши-Хуанди и его терракотовая армия – отражение абсолютного ужаса и одновременно восхищения, который Цинь-Ши-Хуанди внушал своим подданным. Удалось ли ему стать бессмертным? С одной стороны, нет. Созданная им династия заявлялась как проект на 10 тысяч поколений, а просуществовала всего 15 лет. С другой стороны, ей на смену пришла династия Хань, и вот она уже подхватила и развела идеи Цинь-Ши-Хуанди. В результате многие из них до сих пор лежат в основе современного Китая.